Всем привет! Меня зовут Диана, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. Мой новый видеоурок о том, как связать вот такой вот кармашек или чехол. Называйте, как вам нравится, для каких-либо мелочей. Я вязала этот кармашек для себя. Мне нужна была небольшая сумочка для того, чтобы брать с собой, например, в путешествие или в небольшие поездки, телефон, наушники, зарядник, и чтобы это все лежало безопасно и в одном месте. Впервые я в качестве застежек использовала вот такие вот пластиковые кнопки. Они пришивные, очень удобно, застегиваются и расстегиваются. Еще один их плюс в том, что с обратной стороны нет никаких усиков, и ваши вещи не поцарапаются. Мне это было важно, так как он мне нужен был как раз для телефона и наушников. Вот так вот все у меня замечательно помещается. Для зарядника тоже остается место. Вот такой вот кармашек. Очень удобно брать с собой. Если его связать побольше, он может стать чехлом, например, для планшета, либо для ноутбука. Я в своем мастер-классе покажу, как связать кармашек вот такого небольшого размера. Давайте его сразу же с вами измерим. Примерно 18 на 16 сантиметров он получается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. Давайте приступим к вязанию. Итак, для вязания этого кармашка я использовала полиэфирный шнур. Полиэфирный шнур у меня 3 миллиметра. Он круглый, но можно использовать и плоский шнур. Вот такая вот у него красивая структура. Этот шнур я покупала в магазине Теплоярн. Ссылочку на него оставлю в описании и в подсказках. Здесь у меня в моточке 200 метров, но на такой кармашек уйдет примерно метров, наверное, 120-130. Вязать я буду крючком 4 миллиметра. Также мне нужны будут ножницы, игла для того, чтобы спрятать кончики в конце, зажигалка, так как шнур у нас полиэфирный, и нам нужно будет запаивать его кончики для того, чтобы они не распустились. Также мне нужна будет сантиметровая лента. В конце я снова измерю размер сумочки, которая у меня получится. Теперь о застежках, о кнопочках. Я купила эти кнопки. Это кнопки Гамма. К сожалению, у меня не сохранилась упаковка. Вот я вижу, написано кнопки пришивные, пластик. Стоили они недорого, очень легкие и удобные в применении. Конечно, чтобы их пришить, нужно потратить какое-то время, но мне очень понравилось, что они легкие, незаметные и не тугие. Вот такие вот замечательные кнопочки. Новая моя находка. Советую вам присмотреться. Для такого кармашка нам понадобится 2 такие кнопочки. Как вы можете заметить, узор у этого кармашка необычный, очень красивый, такой характерный. Сейчас я научу его вас вязать. Вяжется кармашек одним полотном, и потом вот здесь вот по бокам сшивается. Если вам не нравится скошенный край, вы можете с этой стороны также делать край ровный. Итак, напомню, что крючок у меня 4 миллиметра. Здесь я кончик сразу немножечко подпалю, чтобы он у меня не распускался. Большой кончик оставлять не нужно. Достаточно будет вот такого размера. Беру крючок и делаю первую петельку. Теперь набираю 60 воздушных петель плюс 1 петля подъема, то есть 61 воздушную петлю. Начинаю набирать и начинаю считать. То есть первую петельку, которую я сделала, это был узелок, ее мы не считаем. Начинаю провязывать и начинаю считать. Провязала первую петлю, 2, 3, 4, 5, 6,
7 и так далее. Набираю 60 петель плюс 1 петля подъема. Провязала 60 воздушных петель, получилась у меня длинная цепочка. И делаю 1 петлю подъема. Весь кармашек будем вязать столбиками без накида. Первый ряд будем вязать за перемычку позади косичек из воздушных петель. Вот за эти петельки будем вязать, будем вводить крючок под вот эти перемычки. Вот у меня петелька на крючке. Здесь вот эту вот перемычку я пропускаю, она как бы у меня вот под этой вот рабочей нитью находится. И вот сюда, во вторую перемычку, я ввожу крючок. Провязываю столбик без накида. И дальше вяжу столбики без накида до конца ряда. Вводя крючок за перемычки позади косичек. У меня шнур без сердечника, 3 миллиметра, повторю. И я довязываю первый ряд до конца. У меня осталась последняя перемычка. Я в нее провязываю столбик без накида. И теперь, чтобы у меня не было вот такого вот узелка ярко выраженного, я его распущу. Вот так вот развязала. И теперь вот эту вот ниточку пропущу вот сюда, для того, чтобы сразу ее ввязать. Ввожу крючок вот в эту вот петельку, вот сюда, захватываю этот хвостик и вытягиваю. Теперь, когда буду вязать второй ряд, сразу же эту ниточку буду ввязывать. Теперь вот еще что. Если вы хотите связать кармашек большего размера, например, чехол для планшета или ноутбука, когда будете набирать воздушные петли, приложите к своему устройству таким образом, чтобы понять, сколько воздушных петель вам нужно набрать. То есть, например, если нам нужно связать чехол, предположим, для ноутбука, мы набрали воздушные петли, повторю, сейчас я уже провязала первый ряд, но вам нужно это сделать на этапе набора воздушных петель. Набирайте воздушные петли и прям прикладывайте с небольшим запасом к своему устройству. То есть как у меня это все должно быть. Прикладываю вот таким образом. Здесь у меня будет вот так вот кармашек, да, оборачиваю я прям этими петельками, измеряю вот так. И здесь еще мне нужно будет довязать какое-то количество воздушных петель для того, чтобы она, вот эта вот цепочка, еще загнулась у меня, чтобы клапан был. Измеряю, какого размера мне нужен клапан, да, например, вот так вот, вот до сюда, потому что здесь у нас, если делать скошенный край, здесь мы делаем вот этот вот ряд длиннее, вот этот самый первый ряд, вот он у нас, вот отсюда, например. И вот столько мне нужно будет набрать воздушных петель. То есть прям цепочкой из воздушных петель я должна обернуть, например, ноутбук. Еще раз, да? Вот таким образом у меня здесь должно быть. Я начинаю набирать цепочку из воздушных петель и вот так вот оборачиваю. Вот так. И вот здесь нужно еще будет довязать такое количество, чтобы завернуть вот сюда.
И все, потом уже начинаете вязать на ту длину, которая вам нужна, также, чтобы полностью у вас поместилось ваше устройство в этот кармашек. Здесь провяжите больше, примерно на 2 ряда, для того, чтобы соединить боковую часть кармашка. Я вяжу маленький карман, вот такого же размера, поэтому у меня цепочка из воздушных петель была небольшая, на 60 петель плюс 1 петлю подъема. Итак, провязали первый ряд, закончили, делаем здесь петлю подъема и начинаем вязать ряд и вывязывать уже узор, который нам необходим. Для того, чтобы у нас получался этот узор, мы должны вводить крючок вот таким образом. Мы видим основание петель, вот эти вот косички, основание петель предыдущего ряда. И под этими косичками с лицевой стороны, прямо перед нами, мы видим вот эти вот перемычки. И крючок нам нужно вводить вот таким образом. Под перемычку и в середину косички, в середину основания петель. Эту ниточку мы сразу будем ввязывать. Начинаем вязать. Вот у нас первую видим перемычку, вот сюда, под вторую перемычку и в середину косички. Эта ниточка у нас, хвостик сразу ввязывается. Провязываем столбик без накида. Дальше идем сразу же в следующую перемычку и в середину основания петли, в середину косички. И провязываем столбик без накида. И таким образом вяжем второй ряд. Вот у меня хвостик уже заканчивается, подходит к концу. Сейчас я его полностью уже вяжу. Хвостик спрятался, я продолжаю вязать до конца ряда. И вот я дохожу до конца второго ряда и провязываю здесь последний столбик без накида. Теперь начинаем вязать третий ряд. С этой стороны у нас будет клапан. Здесь мы будем вязать скошенный вот такой вот край. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и начинаем вязать третий ряд. Там, где у нас скошенный край, мы будем начинать вязать с третьей перемычки от края. Смотрим, вот у нас одна, вторая, третья. Вот сюда мы сейчас будем вводить крючок. Сделали петлю подъема, развернули и вводим крючок в третью перемычку от края и в середину косички. Провязываем столбик без накида. И дальше вяжем так же, как мы с вами вязали второй ряд, этот третий ряд до конца. Вводим крючок под перемычку и в середину косички предыдущего ряда. Для того, чтобы было удобнее вязать этот узор, я немножко вот так вот сгибаю вязание. Видите? Давайте довяжем третий ряд до конца.
подходим к концу третьего ряда. У нас осталось провязать один столбик, затем вот у нас видимая последняя перемычка, сюда провязываем столбик без накида, и вот сюда, вот у нас здесь такой как бы узелок, сюда мы провязываем, вводим крючок вот таким вот образом в этот узелок, сюда провязываем последний столбик без накида в этом ряду. Здесь у нас с вами будет получаться ровный край. Там, где ровный край, мы начинаем с вами вязать новый ряд во второй столбик, во вторую перемычку. Итак, закончили третий ряд, делаем петлю подъема, поворачиваем вязание и начинаем вязать вот сюда, во вторую перемычку от крючка. Вот она, первая перемычка, вот вторая. Сюда провязываем первый столбик без накида и вяжем дальше. Это у нас с вами уже четвертый ряд. Сейчас мы его довяжем. Я покажу, как мы его закончим. Покажу, как начнем пятый ряд. Пятый ряд у нас начинается в том месте, где скошенный край у изделия. Все вам покажу, и все остальные ряды вы уже довяжете самостоятельно. Сейчас мы вяжем, напомню, четвертый ряд. Вот уже рисунок у нас вырисовывается. Довязываю четвертый ряд до конца. Вот последняя видимая перемычка. Провязываю сюда столбик без накида. И последний столбик провязываю вот сюда. Здесь тоже у нас как узелок, вот такой вот. Ввожу крючок вот таким образом. И провязываю сюда последний столбик без накида. Делаю петлю подъема, поворачиваю вязание и начинаю вязать пятый ряд. Так как у нас это скошенный край, здесь мы начинаем вязать с третьей перемычки. 1, 2, 3. Вот сюда мы вводим крючок под перемычку и в середину косички и провязываем столбик без накида. И дальше вяжем пятый ряд до конца. Смотрите, этот край у нас получается скошенный, здесь у нас получается ровный край. Я начала вязать пятый ряд. В общей сложности для всего кармашка нам нужно провязать 28 рядов. Как можно посчитать ряды, если вы вдруг сбились со счета в процессе вязания? Вот здесь у нас были воздушные петли. Также мы видим характерные полоски из вот таких вот петелек, да? Вот такая у нас волна. Вот между этими волнами у нас получается 2 ряда. Здесь у нас один ряд был от цепочки из воздушных петель, здесь 2 и еще 2. Вот мы с вами вяжем пятый ряд. Таким образом можно посчитать, сколько рядов мы уже связали. 1, 2, 3, 4, пятый ряд. Все, давайте сейчас провяжем 28 рядов. Не забываем делать скошенный край там, где мы начинаем вязать нечетные ряды. Это пятый ряд. Мы его начали вязать в третью петельку от крючка, в третью перемычку. Там, где мы вяжем с вами ровный край, мы начинаем вязать во вторую перемычку от крючка. Когда заканчиваем ряд, после того, как провязываем вот эту последнюю видимую петельку, мы еще не забываем провязывать столбик без накида последний вот сюда, вот в этот узелок. Давайте провяжем 28 рядов и встретимся. Будем сумочку нашу сшивать.
Итак, я провязала 28 рядов. У меня получилось вот такое полотно. Один край у нас скошенный, это будет клапан, и один край прямой. Теперь мы начнем обвязку края. Вот здесь мы сейчас с вами находимся вот в этом месте, вот в этом уголке. И сейчас мы с вами начнем обвязывать вот этот вот край. И затем перейдем вот сюда. Сразу будем соединять вот эту вот часть, вот эту боковинку. То есть сумочка у нас будет выглядеть вот таким образом. Складываем нижнюю часть и клапан. Вот примерно вот такого вида у нас получится кармашек. Здесь мы начинаем вот с этой стороны, как я показывала на готовом кармашке. Вот здесь мы начинаем сейчас с вами обвязку верхнего края. Обвязывать будем соединительными столбиками. Разворачиваем вот таким образом нашу заготовку. Вот так вот кладем к себе. И вот по этой стороне мы начинаем с вами обвязку. Здесь, когда я закончила вязать, я петлю подъема не делала. У меня осталась петелька. Нитку я отведу назад. И сразу начинаю провязывать соединительные столбики. Соединительные столбики буду провязывать, вводя крючок под основание вот этих петель, вот под эти вот косички. Всего нам здесь нужно будет провязать 8 соединительных столбиков. 1, то есть я завожу крючок, захватываю рабочую нить и сразу же пропускаю через петлю на крючке. Провязала 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот, провязала я 8 соединительных столбиков. Теперь складываю вот таким образом нижнюю часть, прикладывая ее, складывая кармашек пополам. И здесь сразу же начну, обвязывая вот этот вот край, соединять его с задней половинкой. Провязала я здесь 8-ю петельку. Теперь начинаю соединять. Здесь на этой части, на передней, я буду вводить крючок полностью под косичку, а здесь буду захватывать вот эти вот верхние дужки петель. То есть здесь тоже вот мы видим косичку, но здесь я буду захватывать только вот эту вот ее верхнюю дужку. Так, первая петелька у нас здесь получается вот этот вот узелок. Мы вводим сюда крючок и провязываем соединительный столбик. Дальше здесь снова идем под косичку целиком. На этой стороне только верхнюю дужку косички захватываем. Провязываем соединительный столбик. Снова здесь целиком, на другой половинке верхнюю дужку. И таким образом мы с вами сшиваем эту часть сумки, эту боковинку первую. Сильно здесь не затягивайте, пусть все будет вполне свободно и аккуратно. И старайтесь, чтобы у вас соединительные столбики все были одной величины. Вот я дохожу здесь уже до конца. Можно еще один раз. Вот у меня остался здесь петелька, и вот здесь я захвачу
верхнюю дужку петли и вытяну. Все, на этом этапе мы здесь останавливаемся и отрезаем шнур. Сразу можно подпалить кончики, чтобы они у нас не распустились с одной и с другой стороны. Теперь вот эту вот последнюю петельку я просто вот таким образом вытягиваю. И пока вот этот хвостик спрячу, просто выведу на изнанку. Крючком с изнанки захожу вот сюда вот, захватываю хвостик и пока его наизнанку вывожу. Вот так. Можно его уже на этом этапе спрятать, но потом все равно, когда мы будем прятать еще один кончик, мы сумку вывернем, поэтому можно будет его спрятать и потом вместе со вторым кончиком. Итак, сшили мы с вами одну часть. Теперь переходим к сшиванию вот этой части. Здесь сейчас нам нужно будет правильно сопоставить две детали, чтобы они у нас легли ровно друг на друга. Но здесь это сделать очень просто. Мы видим вот эти вот петельки на задней стороне, вот они у нас, вот. И я просто сопоставляю этот верхний край вот с этими вот петельками. Вот так вот у меня должно получиться. Здесь проверю еще раз себя, чтобы у меня вот эти вот петли тоже совпадали, чтобы здесь, когда я начала сшивать, здесь уже у меня ничего не сместилось. Поэтому я сопоставляю и примерно смотрю, чтобы у меня вот таким вот образом они, две петельки двух сторон были друг напротив друга. Все проверяю, чтобы все было ровно. Итак, давайте начнем вот с этого места. Я ввожу крючок здесь с этой стороны под обе дужки петли, с этой стороны, получается, с задней стороны, только под переднюю дужку. Беру шнур и протягиваю вот сюда. Этот хвостик я оставлю, его потом буду прятать внутри сумки. Теперь начинаю снова провязывать соединительные столбики, так же, как я это делала на другой стороне. С близкой ко мне стороны я завожу крючок под обе дужки петли, с дальней стороны только под переднюю дужку петли. И сшиваю обе половинки, также провязывая соединительные столбики, стараясь не затягивать этот край. И в то же время стараюсь, чтобы у меня все соединительные столбики были одной величины. Я дохожу уже почти до конца соединения боковинки. Вот она, последняя петелька, которую я провязываю. Здесь могу прям в узелок войти крючком. Все, и здесь давайте проверим, ровно ли у меня все получилось. Все ровно, все отлично.
все правильно я сопоставила и сшила. Вот видите, вот этот ряд у нас остался видимый прямо над вот этим вот краем кармашка. Так, теперь эту давайте ниточку сразу же тоже спрячем. Я зашла крючком внутрь сумки и здесь выйду в уголке и протяну этот хвостик наизнанку. Вот так. Все, спрятала. Давайте проверим, помещается ли у меня телефон. Да, все отлично, все помещается. Будет место для наушников и для зарядника. Итак, здесь мы с вами снова шнур не отрезаем, а продолжаем обвязку верхнего края. Теперь нам нужно будет обвязать вот здесь и дойти вот до сюда, до начала нашей обвязки. Просто продолжаем вязать соединительные столбики по всему краю нашего кармашка. Следим за тем, чтобы соединительные столбики все были одной величины. Доходим до угла. Здесь уголок провязываем. Здесь у нас есть вот такой вот узелок. Он плотный, но мы должны сюда с вами провязать. Вот можно за одну его дужку провязать соединительный столбик, чтобы уголок смотрелся красиво. Провязали, и теперь уже поворачиваем вот сюда, на эту сторону. Здесь будем вводить крючок. Вот посмотрите. Сейчас покажу, и вы поймете. Вот это место. Вот здесь у нас тоже как бы две ниточки. Вводим сюда крючок, провязываем соединительный столбик. Дальше вот сюда, вот здесь прям видно вот эти вот места, куда можно вкалывать крючок. И вот таким образом мы обвязываем и этот край тоже такой цепочкой из соединительных столбиков. Таким образом довязываю вот до этого места, до второго уголка. Все, я дошла до конца. Вот, посмотрите, провязала последнюю петельку вот сюда в уголок. И теперь уже могу отрезать шнур. Эту петельку полностью вытягиваю. Теперь завожу крючок под первую петлю вот таким вот образом. Захватываю наш оставшийся хвостик и вытягиваю. Теперь кладу хвостик вот таким образом. Здесь в последнюю петельку провязанную захожу крючком откуда-нибудь с изнанки и попадаю в серединку этой последней провязанной петли. Захватываю хвостик и вытягиваю его наизнанку. Все, мы с вами аккуратно закончили нашу обвязку. Теперь переходим уже к тому, что будем прятать наши кончики на изнанке. Посмотрите, если мы с вами вот так закрываем, у нас получается замечательный кармашек. Итак, для того, чтобы спрятать кончики, лучше всего подойдет игла. И иглу лучше всего брать металлическую, для того, чтобы она у вас не сломалась в самый ответственный момент. Вводим сюда наш оставшийся хвостик.
И начинаем на изнанке прятать шнур под разные петельки. Старайтесь прятать так, чтобы этого шнура у вас было незаметно. Для того, чтобы с этой стороны тоже все было аккуратно. Можно вниз пройти, потом немножечко подняться наверх. Вот так. Теперь нам нужно самый кончик закрепить. Закреплять будем с помощью зажигалки. Можно также использовать текстильный клей. Отрезаю кончик так, чтобы остался совсем небольшой хвостик. Теперь будьте, пожалуйста, очень внимательны и аккуратны. Я сгибаю полотно и вот эту вот часть немножечко подпалю зажигалкой. Очень аккуратно делаю вот так, стараясь не задеть соседние петельки. Все. Можно еще спрятать под петли. Теперь, как вы помните, у нас еще внутри кармашка осталось 2 хвостика. Нам нужно аккуратно постараться вывернуть кармашек наизнанку. И таким же образом, как я сейчас вам показывала на клапане, вы прячете вот эти вот 2 хвостика. Давайте, пожалуйста, проделайте это самостоятельно. И вот я все хвостики спрятала. Теперь на этом этапе можно провести ВТО для нашего кармашка. Но можно его сделать и после того, как мы пришьем к нему застежки. Да, следующим этапом у нас идет уже установка застежек, установка замочков. Можно здесь использовать магнитные кнопки, вообще любые застежки, которые вам нравятся. Я в этом видео хочу вам показать, как я пришиваю вот эти вот кнопки. Они пластиковые, практически прозрачные, незаметны будут на любом цвете пряжи. Но, конечно, лучше их использовать для пряжи светлых оттенков. Для совсем темных оттенков есть такие же кнопочки черного цвета. Тоже полупрозрачные они. Итак, как я их пришивала? Все делается очень просто. Вот посмотрите, я их просто пришила с помощью обычной иглы и ниток. Нитки я взяла, просто распустив шнур, из которого я вязала кармашек, и просто пришила. Давайте сейчас на одной половинке кнопочки я покажу, как я это делала. И я уверена, что со всеми остальными вы справитесь самостоятельно. Итак, сейчас нам нужна будет обычная швейная игла. Вот эта вот часть с пипочкой будет находиться здесь, на клапане. Я прикладываю примерно в том месте, где мне нужно будет прикрепить застежку. Теперь беру шнур и аккуратно его распускаю, делая из него одну длинную тонкую ниточку. В процессе шитья, конечно, она, видите, какая немножечко получается вся неровная. В процессе шитья она бывает, что путается, поэтому процесс этот не быстрый. Приготовьтесь к тому, что он достаточно кропотливый. Я отрезала нитку и сейчас вставляю все эти хвостики в обычную иглу. Шить я буду в 2 нити, то есть вот здесь 2 конца этой ниточки я сейчас соединю.
Так, сделала узелок. Лишнее отрезаю. Смотрю, чтобы у меня эта нитка была более-менее ровненькая. Вот так. И теперь начинаю пришивать. Смотрите, выбирайте сами, как вам больше нравится. На этом зеленом кармашке я прошила вот таким вот образом. Вот эту вот нижнюю часть я закрепила уже в других местах. Тоже выглядит достаточно красиво и аккуратно. Итак, прикладываю я нашу кнопочку в то место, где она должна у меня находиться. Теперь завожу иглу, как бы стараясь прятать узелок под шнур. Пусть он у меня вот туда немножечко спрячется под петельку, чтобы ничего не торчало. Все, теперь уже вхожу вот в это отверстие. Все аккуратно, не тороплюсь, потому что, видите, нитки, они такие неровные и путаются. Теперь ввожу иглу вот сюда, вот в это место, пришивая, прямо насквозь. Но, смотрите, стараясь здесь снаружи выходить между петлями, для того, чтобы с этой стороны у меня стежков было не видно. Придерживаю вот эти ниточки рукой. Чтобы они минимально путались. Здесь все подтягиваю. Каждую ниточку стараюсь подтянуть, чтобы они не торчали. Да, это достаточно будет не быстро. Все, подтянула. Теперь мне нужно выйти иглой уже вот в этом отверстии. Вот в этом. Вот здесь. И я стараюсь опять иглой попасть вот так. Отодвигаю прям шнур и куда-нибудь вот в это место ввожу иглу. Для того, чтобы она у меня вышла вот здесь, в нужном месте. Несколько раз проверю, чтобы все было аккуратно. Так. Снова придерживаю здесь ниточки, так, чтобы они у меня не путались. Подтягиваю. Смотрите, с этой стороны у нас ничего не видно. Снова теперь уже сюда иду иглой, в следующее отверстие. И здесь тоже стараюсь выходить между петельками. Подтянула. Теперь здесь ищу место, куда можно войти иглой, так, чтобы было аккуратно. Здесь уже выхожу в следующем отверстии. Держу ниточки. Здесь все прячу, подтягиваю каждую ниточку. Вот здесь торчит небольшая ниточка. Мы сейчас все подтянем. Прям просто каждую из ниточек я подтягиваю аккуратно. Все, подтянула. Иду теперь в следующее отверстие. Выхожу прям наружу, но под петельки, чтобы между петельками у меня попадала игла. Все, и вот таким вот образом я пришиваю, несколько раз прохожу вот здесь вот по кругу, и потом просто закрепляю нитку и прячу ее также под петли.
Затем, когда я пришью вот эту часть, я надеваю на нее нижнюю часть, закрываю кармашек так, как мне нужно, аккуратненько придерживая иглой или можно пальцем нижнюю часть так, чтобы она открепилась. Раскрываю кармашек, и она у меня остается на том месте, где должна. Можно ее чем-то сначала закрепить иглой, например, в каком-то месте, или крючок сюда воткнуть, и также пришить. Но я думаю, с этим вы справитесь. Уж ровно пришить кнопочки это несложно. Итак, я сейчас установлю все кнопочки здесь, здесь. Вторая кнопка у меня будет вот в этом месте. И потом мы с вами встретимся. Я буду уже заканчивать свой мастер-класс. Вот и все. Я пришила все кнопочки. Очень удобно они открываются, не тугие. Мне очень нравится. Нравится, что с обратной стороны у них нет усиков, как я уже говорила, и они не царапают содержимое кармашка. Давайте измерим, какой величины он у нас получился. Он получился у меня чуть больше, чем зеленый, потому что я вязала послабее. 19 сантиметров на 16,5. Чуть-чуть побольше получился. После того, как вы установите на нее кнопки, можно провести для нее ВТО. Вообще, при вязании из полиэфирного шнура полотно получается уже довольно ровное. Но для того, чтобы было еще аккуратнее, все петельки расправились и встали на свои места, проведите для своей сумочки ВТО. Отпарьте ее с обеих сторон утюгом с паром, обязательно через какую-либо ткань, потому что полиэфирный шнур просто-напросто может расплавиться. И затем, после того, как у вас изделие полностью высохнет, можно его использовать. Еще раз повторю, что по этому мастер-классу вы можете связать такой чехол абсолютно любого размера. Если вам не нравится вот этот вот скошенный ряд, вы можете связать его ровно, просто провязывая столбики, так как мы с вами провязывали вот здесь, с этой стороны. На этом мой мастер-класс по кармашку-чехлу окончен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока!